Итак, приступаем разбирать теорию ямы и неямы. Начнем об общем, закончим подробностями. Яма и неяма – это принципы гармоничной жизни, этические нравственные основы, которые проявляются в том числе и в различных других религиях. Яма – это принципы взаимодействия с обществом. Неяма – это группа принципов самоочищения. Интересно, что эти два санскритских слова имеют частично схожий смысл с русскими словами. Яма – это то, что не рекомендуется делать, а неяма – это то, что рекомендуется делать. Яма и неяма – это названия двух первых ступеней йоги, сформулированные мудрецом Патанджали в Йога-сутре. Это первые и основные условия для человека, который хочет начать путь своей личной эволюции, своего самосовершенствования. Всего же этих ступеней 8, а именно это яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, дхарана, дхьяна и самадхи. Яма в ряде традиций индуистской, буддийской и тибетской считается богом царства мертвых. В русском языке яма всем известное слово, которое по значению имеет подобный смысл, что и в других традициях. В ключе предписаний яма означает контроль над действиями как по отношению к внешнему, так и внутреннему миру человека. Ведь на самом деле все, что происходит с человеком, проявляется не только на внешнем физическом состоянии, а также и на энергетическом и духовном, ментальном уровне. Именно с такой позиции предлагаю рассматривать правила ямы и неямы. Но прежде чем рассказать о самих правилах ямы и неямы, нужно сказать, почему важно их соблюдать всем, кто стремится развиваться. Другими словами, правила ямы и неямы – это этические нравственные основы, фундамент успешного развития. Так же, как здание невозможно построить без фундамента, так и духовный путь становится невозможным без основ, по крайней мере, адекватного духовного развития. Предписание ямы и неямы готовит человека, его волю, учат контролировать свои внешние и внутренние проявления. Иначе, начав развиваться, человек может пойти, мягко говоря, не в ту сторону и наломать кучу дров. Кто начинает заниматься различными практиками, одновременно проявляются как у них позитивные, так и негативные качества, которые могут быть намного ярче, чем до начала практики. Если привести сравнение, когда человек начинает заниматься практиками йоги, он как будто поливает почву живительной влагой, в которой, как мы знаем, особенно в начале, помимо полезных растений, всходы дают и множество сорняков. В ведических писаниях, в частности Рамаяне, есть показательный пример того, как далеко может увести от истины практика, если не придерживаться ямы и неямы. Это пример великого демона Раваны, основавшего демоническую цивилизацию на острове Шри-Ланка. Он и его брат практиковали йогу по-взрослому и в своей практике достигли всего, чего только возможно, но не удержались на пути в силу раскрытия таких качеств, как эго, амбиции, тщеславие и тому подобное. Поэтому столь важно начинать путь самосовершенствования именно с этически нравственных основ. Теперь поговорим подробно о этих 10 принципах ямы и неямы. Есть 5 принципов ямы и, следовательно, 5 принципов неямы. Начнем с неямы. Первый принцип – это шауча. Шауча означает чистота. Чистота во всем – сознании, мысли, речи и действии. Поддержание чистоты вокруг тела и внутри тела. Соблюдение шаучи на 3 уровнях – физическом, энергетическом и духовном. Каждый от своего уровня, места, времени и обстоятельствам должен иметь свои методики поддержания чистоты. Второй принцип гармоничной жизни, относящийся к нияме, это тапас. Это контроль органов физического тела и состояния ума. Тапас означает подвергаться нагреванию. Постоянная упорная тренировка, аскетизм и самодисциплина. Тапас означает аскезу, добровольное принятие дискомфорта. Такая форма аскезы, которая дает тебе развитие, без фанатизма, конечно. Считается, если человек правильно совершает аскезу, это позволяет ему накопить шакти и направить ее на ускорение эволюции. Образно сказать,
капитал энергетический, и применить эту энергию можно куда угодно, в принципе. Без фанатизма только. Ничего не дается даром, за все приходится платить. Если учитывать карму и реинкарнацию в общую картину мира, мироздания отлично вписывается аскеза. Сами проанализируйте свою жизнь, жизнь знакомых, почитайте биографию великих людей. Третий принцип гармоничной жизни, относящийся к яме, это сантоша, означает удовлетворенность. Удовлетворенность тем, что у тебя есть на данный момент. Контроль над эмоциями и желаниями. Быть удовлетворенным или не быть – это отношение, это личное мировосприятие. Радоваться жизни или горевать в одной и той же ситуации выбирает каждый для себя сам. Свое настроение настраиваем мы сами. Соответственно, и жизненная удовлетворенность – это наше отношение к миру. Можно даже назвать этот принцип оптимистов. Оптимизм очень важен в нашей жизни. Ясное дело, что реализм также важен, но человек ограничен в своем восприятии через несовершенные органы чувств, через ограниченный объем информации об этом мире. Мы не знаем на 100%, что будет завтра, что думает другой человек и так далее. Оптимизм помогает нам держать курс к нашим целям, держать удары судьбы. Четвертый принцип гармоничной жизни, относящийся к яме, это свадхьяя. Сва означает самостоятельно, тхьяя означает читать, то есть самообразование, познание. В жизни очень важно искать истину. Любомудрие – это забытое слово в нашем обществе уже. Узнать информацию не означает ее осознать. Бывало так, что я лично много раз прочитывал одно и то же. Мог сам рассказывать даже эту информацию, но я не осознавал ее полностью. И в какой-то один из моментов я мог осознать. Старайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить. И пятый пункт гармоничной жизни, относящийся к яме, это Ишвара Пранидхана. Непротиводействие естественным принципам развития природы. Закону Бога, можно так сказать, или закону Вселенной. Ишвара означает высшее сознание. Пранидхана означает обретение прибежища. В связке означает обретение прибежища во Всевышнем. Это альтруизм, бескорыстное действие во благо общего целого. Невзирая, что происходит на физическом плане, стержень непоколебимый фундамент. Далее разберем 5 принципов гармоничной жизни из раздела ямы. Первый принцип – это ахимса. Химса означает вред, а ахимса означает отказ от причинения вреда, в том числе вреда, причиняемого самому себе. Отказ от причинения вреда словом, мыслью и делом. Добро и зло, польза и вред – это не синонимы. Зло и добро я назову это всего лишь эмоциями действий. Добро и зло – это понятия относительные. Зло не всегда вред, а добро не всегда польза. Вред и польза – это уже результат действий, а не окраска действий, как добро и зло. Личность может совершать злую роль, но при этом причинять пользу, а может и наоборот, сыграть добрую и причинить вред. У людей в неосознанности есть такая склонность причинять боль другим существам. Это проявление своего рода садизма. Это необоснованное причинение страдания другим существам. Это также считается причинением вреда, нарушением ахимсы. Некоторые трактуют ахимсу как тотальное ненасилие. Я считаю, что это неверное трактование. Личность, которая совершает вред, против нее разумно применять насилие, чтобы ее остановить. Я скажу, даже это долг здравого общества останавливает распространение причиняемого вреда. В нашем теле постоянно происходит борьба иммунной системы, которая убивает враждебные бактерии. С одной стороны, убийство – это зло, с другой стороны, иммунная система совершает благо для нашего организма, для нашего тела. Аналогично происходит и вне нашего тела. Мир так устроен, таков порядок природы. Бывают в жизни такие ситуации, когда мы перед выбором двух действий причиняем их вред. Рекомендуется выбрать то, в чем вреда причиняемого в итоге будет меньше, без фанатизма. Действуйте рационально, соблюдайте ахимсу. Второй принцип – это сати. Сати – это отказ от лжи, означает правдивость. Правдивость слова, мыслью и делом. Правдивость также очень важна на пути развития. Я бы даже назвал эту рекомендацию соблюдением чистоты информационного поля. Акаши, которая считается главенствующей стихией природы.
Если в автомобиле грязные окна, водителю становится сложно ориентироваться в пространстве, и шанс совершить аварийную ситуацию увеличивается многократно. Аналогично и ложь, в том числе самообман, влияют негативно на мировосприятие человека. В жизни бывают такие ситуации, когда нельзя говорить правду. Допустим, правдой причиним вред, так как человек не подготовлен к информации. В этом случае допускается лукавство. Тут уже вы сами можете применять полный арсенал вашего ораторского мастерства. При этом не говорить ложь, конечно. Рекомендуется регулярно совершать самоанализ своей жизни, прошлого и иметь отношения в праведное русло. Это благоприятно сказывается на развитии. Духовные победы – это когда нашли правильное отношение к ситуации и искренне осознали ее. Третий принцип – это апариграха, означает независимость и избегание излишеств, свобода от накопления ненужных вещей, чтобы наше внимание не рассеивалось зря на поддержание ненужных вещей. В наше время существует масса соблазнов в покупке массы вещей, хотя для жизни много вещей просто не нужно. Попытка удовлетворить свое желание к накоплению превращается в некоторых формах у людей тащат всякий хлам к себе. Это крайнее проявление, есть более тонкие проявления. Апариграха – это не обет бедности, это принцип учит человека рациональному управлению материальными ресурсами, не привязываясь к ним. Будьте рациональными и в материальном мире. Четвертый принцип – это астея. Стея значит воровство, а астея означает невороватость, отказ от присвоения чужого. Я считаю, что человеку, что нужно, он получает, если учесть карму и реинкарнацию. Весь мир справедлив, поэтому брать чужое – это то же самое, что воровать у самого себя. Вселенная, Бог заботится о всем живом на нашей планете и о вас в том числе. Недавно слышал притчу на эту тему, примерно так ее расскажу. К учителю пришел ученик и попросил у него учиться. Учитель выдвинул требования, то что когда они будут странствовать, ученик не будет делать никаких запасов. Двигаются они долго уже, по лесу, прошло уже много времени, они голодные, стемнело уже, останавливаются, чтобы переночевать. И тут из кустов выбегает мужчина, спрашивает дорогу. Разговорились, и мужчина поделился с ними продовольствиями. Поели и легли спать. Проснувшись, они начали собираться, ученик, понимая критическую ситуацию, решил взять продуктов на запас. Продолжили путь, долго идут, много прошли, устали, голодные, понимают, что поесть нечего, уже делают привал. Ситуация критическая. Ученик рассказал учителю, что, понимая всю сложившуюся ситуацию, он все-таки ослушался учителя и взял продукты, чтобы они смогли выжить. Разделили пищу, поели и легли спать. На утро учитель сказал ученику, что они расстаются, так как ученик ослушался его и сделал запасы продуктов. Учитель рассказал его отношение к этой ситуации, что ему без разницы, кто явился перед ним. Предыдущий раз мужчина по воле Бога накормил их, последний раз ученик это был, ему без разницы. Это притча о доверии Вселенной, Богу. Я думаю, у многих в жизни были критические экономические ситуации, но при этом, само собой, каким-то образом ресурсы в разных формах проявлялись у них. Нарушение принципа астея, когда человек берет то, что ему не причитается, то есть ворует. Также, если человек не оплачивает то, что причитается другим людям от него. Допустим, люди выполнили какую-то услугу или дали какую-то ценность, а человек не оплачивает. Это также есть воровство, просто в другой форме. Поэтому долги нужно отдавать. Если договорились о какой-то сделке и она исполнилась, нужно рассчитываться до конца, отдавать все, что причитается другим людям. Я думаю, многие бывали ситуации, когда им не отдавали долги. Когда те, кто дали долг, бегали за своими деньгами, выпрашивали их. Это, конечно же, очень неприятные ситуации. Должники, соответственно, нарушают астею. Тот, кто соблюдает астею, у него даже мысли не возникнет своровать, когда есть такая возможность. Даже если никто не узнает, если даже узнают, то никак его не накажут. Жизнь может предлагать массу соблазнов выхода нарушения астея. Соответственно, человеку нужно быть сильным.
Соблюдение астеи даже рекомендуется больше отдавать. И пятый принцип – это брахмачарья. Это принцип, есть контроль над желаниями и страстями, и сдержанность. Для контроля своих желаний тренируйте свою силу разума, осознанность. Рекомендуется заниматься йогой. В здоровом теле, как говорится, здоровый дух. Соблазнов много окружает нас. При критической ситуации у вас должен быть подготовленный план, какая-то техника выхода в осознанное состояние, контроля ситуации, контроля своего разума. Кто-то срывался на курение, кто-то на алкоголь, кто-то на вкусную пищу. Это утоляет тем самым свою страсть. Если сорвались, сформируйте правильные отношения и искренне к этой ситуации примите меры, чтобы в будущем больше таких ситуаций не повторялось. Сколько бы вы раз не проигрывали на жизненном пути, важно, что вы не ушли в иллюзию самообмана и не нужно заниматься самобичеванием. Осознайте свои ошибки, примите меры и снова в путь. У каждого свой уровень, свои испытания, свои уроки. Соблюдайте и этот принцип для гармоничной жизни. Приглашаю на бесплатное занятие йогой всех желающих. Поддержите видео лайком и комментарием, это помогает в развитии моего канала.